Mesdames et messieurs, bonjour! Частенько мне задают вопрос, когда лучше всего приезжать в Париж. Но мое личное субъективное мнение – в апреле. В апреле очень красивый город. И вот как раз сегодня мы с вами пройдем по самым красивым, цветущим местам Парижа. И, пожалуй, начнем нашу прогулку с квартала Маре на правом берегу города. Одно из красивейших мест, где вы можете полюбоваться вот этой цветущей сливой, это в квартале Маре. Я пришла после обеда. На заднем плане это старинный особняк, который называется Отель де Сенс. И вот этот особняк, Отель де Сенс, он был построен в 15 веке. В Париже только два таких особняка. Один я вам показала, когда мы гуляли в Латинском квартале на левом берегу. И второй вот здесь находится в квартале Маре. Вот одно из самых красивых мест для фотографий, для Инстаграма, для социальных сетей. Если вы хотите сделать, приходите сюда, вот на улицу Монже. Вот там впереди виден шпиль собора Парижской Богоматери. Это 5-й округ, это латинский квартал. О латинском квартале у меня есть отдельное видео, так что смотрите по ссылке наверху. Но вот эта красота невероятная. Машин мало на улице. Сегодня, во-первых, Пасха католическая, сегодня 9 апреля, воскресенье. Поэтому очень многие уехали из парижане в свои загородные дома. У кого они есть, конечно, или просто в отпуск короткий. Ну и поэтому утром рано, естественно, машин очень мало. Поэтому здесь ароматы вот сейчас распространяются на всю эту улицу. Но, как видите, сборщики мусора работают в воскресенье рано утром, собирают мусор. Так что Париж теперь чистый. И когда вы полюбовались деревьями на улице Монже, Рю Монже, дальше вы идите в ботанический сад. Это совсем рядом. И вы пройдете через сады, которые находятся рядом с аренами Лютеции. Обязательно зайдите, посмотрите арены. Вот это и есть арена Лютеции. Это 2 век нашей эры. Здесь проходили гладиаторские бои, здесь проходили спектакли. Впрочем, спектакли до сих пор проходят здесь, под открытым небом. Вот на этой самой площадке, где сейчас играют в футбол. Иногда мне задают вопрос, на какую камеру я снимаю и применяю ли я фильтры. Нет, фильтров нет никаких, и снимаю я на Samsung телефон 20-й. И еще одно место, которое я очень часто упоминаю в своих видео, и куда действительно непременно нужно прийти в апреле месяце, это ботанический сад. Jardin des plantes по-французски. И особенно вот эти два дерева необычайно хороши. Белое и розовое. То, что называют по латыни prunus. Часто в комментариях мне пишут так: у нас лучше. Вы знаете, когда мне пишут «у нас лучше», я всегда вспоминаю японскую поговорку, которая гласит: лягушка, живущая в колодце большого моря, не знает. Вот мой ответ на те комментарии, которые пишут «у нас лучше». Смотрите, какой у меня красивый кадр я поймала, солнышко. Кадр. Вот видите, 9 апреля уже цветет сирень. Это называется сирень Руана. Руанская сирень. Так что у меня есть фильм, кстати, о Руане. Видео, смотрите. Поездка в Руан. А это вот та сакура, которую я вам уже показала в видео предыдущем. И, как вы видите, к 9 апреля это дерево уже отцвело. Потому что цветет она все-таки в самом конце марта. И вот уже к 9 апреля, видите, цветов практически нет. Ну что же, а если вы зайдете в Люксембургский парк, то увидите вот такую красоту цветущую. Ну и пока вы любуетесь вот этими тюльпанами в Люксембургском парке, я хочу вам сказать еще, что действительно мне часто задают вопрос, как долго я живу во Франции. Но хочу вам сказать, во-первых, это канал не о моей личной жизни, а о путешествиях. И живу я во Франции, я могу вам сказать, что большую часть своей жизни действительно очень много путешествую, во многих странах была, в том числе и в России, естественно. В Хабаровске, например, я была, так что привет тем, кто смотрит меня в Хабаровске, в Иркутске, я была на Байкале, я была в Братске, в Новосибирске, я уже не говорю о западной части России, Золотое кольцо России и так далее. То есть я очень много путешествовала по России в том числе. А теперь из Люксембургского парка мы с вами пойдем к Академии Франции. И там тоже очень красивые цветущие деревья в скверике. Пешком здесь-то совсем рядом, это где-то около 10 минут. По улице Бонапарта я вышла
на площадь Сен-Сюльпис, церковь Сен-Сюльпис. Сегодня Пасха. А это знаменитые фонтаны Ричарда Валласа. Это фонтаны с питьевой водой, так что здесь вы можете пить воду без проблем для вашего здоровья. А это магазин Пьер Эрме. Пьер Эрме – это знаменитый кондитер парижский. И вот, видите, такое любопытное яйцо у него в витрине. Когда французы поздравляют друг друга с Пасхой, они говорят «Joyeuse Pâques». Обычно на Пасху дарят шоколадные яйца. Вот здесь как раз, видите. И плывет над городом колокольный звон. Как там в песне поется, так, по-моему? Ну и почему я каждый раз упоминаю, в каком квартале округа, но для парижан это естественно. Если вы знакомитесь с французом или француженкой, и вы узнаете, что человек живет, скажем, в 16-м округе, то все понятно. Французам все понятно. Понятно, что этот человек очень богатый, у него высокие доходы, он явно принадлежит к семье финансовой буржуазии. А если, например, это 18-й округ Парижа, то 18-й – это Барбес-Рошушуар. Там уже совсем другая публика живет. Очень много выходцев из других стран. Хотя 18-й округ, надо сказать, он разный, потому что в 18-м находится Монмартр, а Монмартр – это как раз островок дорогой на севере Парижа. И сейчас мы с вами идем по улице Сены, Rue de Seine по-французски. Вот там в конце как раз я уже вижу эти деревья цветущие. Кстати, этот квартал 6-й округ. И тоже, если вы знакомитесь с французом, он говорит, что он живет в 6-м округе, то тоже все ясно, это люди с деньгами. И немалыми деньгами. Здесь вот модный ресторан. Я вам уже рассказывала о парижанах Сен-Жермен-де-Пре. Вот как раз мы с вами в Сен-Жермен-де-Пре. Вот, например, перед нами ресторан Ля Палетте, где собирается местная элита интеллектуальная парижская, потому что здесь селится интеллектуальная элита. Вот если у вас будет когда-нибудь возможность приехать в Париж именно в апреле, то приезжайте как раз на Пасху католическую. Потому что, видите, воскресенье, Пасха, выходные дни, никого нет. Париж опустел, парижане уехали. И особенно вот в этих кварталах дорогих многие имеют загородные дома, естественно, уехали в свои загородные дома в Нормандию, Британию или на остров Ре, где мы с вами уже были. Ну, вот это тоже замечательное место для любования цветущими деревьями на фоне Академии 17 века. Ой, сколько деревьев, смотрите. Жаль, что это здание пока реставрируется, но красота, красота! И еще хочу вам сказать, что в начале апреля на экраны французских кинотеатров вышел новый фильм «Три мушкетера». В роли Атоса Винсан Кассель и Эва Грин в роли Миледи. И я вам хочу показать кинотеатр Берси, где я посмотрела этот фильм. Вот это очень интересный район, который называется Берси. Вот эти здания, что вы видите слева и с правой стороны, это были погреба. Здесь хранили бочки с вином в конце 19-го, начале 20 века. Вот сейчас здесь рестораны и магазины. И вот там впереди большой кинотеатр. И вот здесь я и решила посмотреть «Три мушкетера». Винсан Кассель в роли Атоса. Билеты можно купить вот здесь. Покажу вам немного. Здесь ресторанчик есть, кафе. Сколько стоит билет? Билет стоит 9 евро и 30 сантим я заплатила. Но я пришла на утренний сеанс. Если вы приходите на сеансы до 12 часов,
то билет стоит 9,30. Если вы приходите после 12, то билет стоит 13 евро. У меня 23 зал. Это на втором этаже. Так, 23 зал налево. 23 зал. 3 мушкетера. Ну что ж, друзья, только что вышла из кинотеатра. Фильм мне очень понравился. Это, кстати, трилогия. То есть это пока только первый фильм. И прекрасно передана атмосфера Франции 17 века, гражданских войн между католиками и протестантами. И мне очень понравился Венсан Кассель в роли Атоса. Очень. Великолепно он сыграл аристократа. И еще мне очень понравилась Ева Грин. Она исполняла роль Миледи. И интересно было наблюдать в фильме те места, узнавать, вернее, которые уже знаешь. И площадь Вагезов, и квадратный двор Лувра, и замок Фонтенбло, замок Шантии. Все эти замки я вам показывала, рассказывала, так что вы можете найти, посмотреть на моем канале. И немного покажу вам район Берси. Вот как раз скоро Пасха католическая, через 2 дня. А вот здесь магазин Линд. Это такой кролик золотой. Магазин Линд. Можно купить не только шоколад, но можно выпить горячий шоколад. Попробуем. Такой вкусный шоколад. Шоколадный шоколя-шо, как говорят французы. И одно из знаменитых мест, где вы можете полюбоваться цветущими деревьями, это, конечно, сады Трокадеро. Единственное, нужно быть очень осторожным в этом районе, потому что вот там группа как раз играет на перске. Аплауз, аплауз. It's free Batman. Please, just... Сейчас я вам покажу мошенников. Вот они, там группа стоит. Старое название этого района – Холм Шайо. Трокадеро – форт в Южной Испании, где французы одержали победу в начале XIX века. В честь этой победы Парижская площадь получила название Трокадеро, уже с типичным для французского языка ударением на последний слог. Сейчас это прекрасный садово-парковый комплекс, созданный в 1937 году, и здесь же находится популярная смотровая площадка. Самые лучшие фотографии с видом на Эйфелеву башню лучше прийти сделать после обеда. Здесь в Академии Франции мы закончим нашу прогулку. Спасибо вам, что вы смотрите мои видео. Спасибо за ваши доброжелательные комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале о Франции и не только. Пока!